Всем привет! Сегодня готовлю цельнозерновые пирожки без добавления белой муки. Пирожки получаются очень мягкими, пористыми и воздушными. Для начала нужно приготовить начинку. Для этого на растительном масле обжариваю 400 грамм лука, затем добавляю 400 грамм фарша. Все хорошенько перемешиваю, чтобы не было комочков. Затем добавляю специи. Я добавила соль и кориандр. Вы же можете добавить свои любимые специи. Все это хорошенько перемешиваем, закрываем крышкой и готовим на среднем огне до готовности. Затем образовавшийся жир нужно убрать бумажной салфеткой, для того чтобы начинка в пирожках не была очень жирной и пирожки не были тяжелыми. Затем перекладываем начинку в тарелку и остужаем. Тем временем готовим тесто. Для пары я беру 200 мл чуть теплого молока и 4 столовые ложки цельнозерновой пшеничной муки, 1 чайную ложку сахара и 1 чайную ложку сухих дрожжей. Все это хорошенько перемешиваем и оставляем на 10-15 минут для того, чтобы дрожжи подействовали. Затем в муку добавляем пол чайной ложки соли. В опару добавляем 1 белок от яйца. Желток мы будем использовать для смазки. Также добавляем в опару 30 мл растительного масла без запаха, перемешиваем и добавляем все к муке. Замешиваем тесто. Как только мука впитает всю жидкость, перекладываем тесто на рабочую поверхность и начинаем его вымешивать. Вымешиваем тесто минут 5. Если тесто будет липнуть к рукам, можно немного присыпать мукой. Тесто получается мягкое, почти не липкое. Перекладываем его в чашу, смазанную растительным маслом, и оставляем при комнатной температуре подниматься примерно на 30-40 минут. Возможно, потребуется чуть больше времени, зависит от температуры в квартире. Через 30 минут тесто у меня хорошо поднялось. Делю его на 10 равных частей, у меня получилось 10 частей по 62 грамма. Каждую часть скатываю в такой колобок и выкладываю на рабочую поверхность. Затем накрываю пленкой либо пакетом, для того чтобы тесто не заветрилось, и оставляю на 10 минут. Затем приступаю к формированию самих пирожков. Раскатываю небольшую лепешку. В середину выкладываю начинку. Я перед тем, как формировать булочки, взвешивала начинку, у меня получилось 400 грамм. Поэтому на каждый пирожок идет 40 грамм начинки. Защипываем края в середине. Немного прижимаем, и получается вот такая вот булочка или пирожок с фаршем. Можно также делать треугольные пирожки. Их лепить намного удобнее и легче. Перекладываем все на противень. Накрываем пленкой и оставляем на 30-40 минут для подъема. Затем смазываем пирожки смесью 1 желтка и 1,5 столовые ложки воды. Оставляем пирожки на 10 минут, ничем не накрывая, для того, чтобы они немножко подсохли. Затем ставим пирожки в разогретую до 180 градусов духовку, нагрев вверх-вниз, средний уровень. Выпекаем 20-25 минут. Готовые пирожки накрываем и остужаем. Вот такие пирожки в итоге получаются, очень мягкие, воздушные и даже без добавления белой пшеничной муки.